Сенсационный поворот в самом громком международном скандале. Неизвестные ранее детали отравления в Солсбери, а также кое-что об образе жизни Сергея Скрипаля в эксклюзивном интервью «Известиям» раскрыла его племянница. Что ей показалось странным в телефонном разговоре с дочерью Скрипаля Юлией, которая вдруг выздоровела, и это после якобы контакта с боевым отравляющим веществом. Почему британские власти спешно уничтожили домашних животных из дома бывшего британского шпиона? Не исследовано на предмет ядов. И, наконец, что на самом деле, по мнению Виктории Скрипаль, могло произойти 4 марта в Солсбери? Георгий Гривины о неожиданных фактах, способных изменить все. Он хорошо отзывается на лечение, быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии. Заявления врачей госпиталя в Солсбери о состоянии Сергея Скрипаля странным образом совпали по времени с эксклюзивным интервью его племянницы Виктории, которая надала «Известиям». Говорит, что звали пообщаться с двоюродной сестрой в британское посольство, но Юлия позвонила раньше. Эти 1 минуту и 42 секунды общения Виктория переслушала много раз, и кое-что показалось очень странным. По голосу она себя чувствует, она здорова. Она здорова. Это по голосу, то есть это ее нормальная будничная интонация. Слышно, что в конце, да, она то есть голос уже вот сейчас заплачет. Слышно уже вот эти вот нотки, вот, и телефон-то видно, что забирают быстрее. У папы все нормально. Все нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормально, никого непоправимых вещей нету. Все, я скоро выписываю, все окей. Этот вполне бодрый голос Юлии Скрипаль вызывает массу вопросов не только у ее двоюродной сестры. Месяц назад, 4 марта, согласно заявлениям британских официальных лиц, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, практически не оставляющим шансов выжить. Через месяц Юлия идет на поправку, а ее папа, цитата, «просто спит». То есть не мертв, ни в коме, ни под наркозом. То ли газ попался некачественный, то ли британская медицина творит чудеса, то ли английские власти разыгрывают очередной спектакль в виде политического фарса. Наверное, должен был пройти месяц, даже больше, с того дня, когда Тереза Мэй безосновательно заявила, что весьма вероятно это вещество произведено в Российской Федерации, и что у них есть данные, которые это безоговорочно подтверждают и не оставляют каких-либо других интерпретаций. Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, я думаю, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции. Накануне английские СМИ сообщили, что газ, которыми отравили Скрипалей, якобы мог производиться на некоем предприятии в Саратовской области. Но так называемый объект Горный, на котором когда-то хранилось химическое оружие, был закрыт еще в 2005 году. И международным экспертам об этом прекрасно известно. Нет запрещенных веществ ни в Шиханах, ни в каких-либо еще других российских объектах. Вызывает недоумение тот факт, что многократно бывая в Российской Федерации, бывая на всех наших объектах, в том числе, кстати, и господину Зюмжу, генеральный директор УЗХО, 4 апреля на внеочередной сессии в Гааге стыдливо промолчали о том, что они об этом прекрасно знают, что никакого химического оружия на этих объектах нет. А все это, кстати, еще раз подтверждает и масштаб провокации в отношении Российской Федерации, и огромное давление на международных чиновников УЗХО, которые оказывают сегодня и Британия, и ее международные союзники. Виктория Скрипаль вдали от политических баталий пока пытается разобраться в произошедшем. Ей кажется крайне странными последние действия британцев, усыпивших, а потом кремировавших домашних животных ее родственников. Все 3 души этих кремировали. Но самое-то главное, что почему нигде не написано, что взяли там анализ, там кровь или ткань, чтобы исследовать, отравлены они, нет. При этом Виктория Скрипаль считает, что никакого шпионского мотива или повода убивать ее родственников просто не могло существовать. Ни в политику, ни в экономику, никуда они не влезали. Они жили своей простой жизнью, как живут тысячи обывателей во всем мире. Я считаю, что это чисто бытовая версия, чисто бытовое отравление. Теперь она хочет разобраться во всем лично и на месте. Отправляется в Москву за британской визой, которую пока никак не может получить из-за бюрократических проволочек. И не боится даже оказаться еще одной жертвенной пешкой в чужой политической игре в Лондоне. Георгий Гривин, Анастасия Серманова, Тимофей Промин, Дарья Евсюкова. «Известия» специально для РЕН-ТВ.